Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу реальную историю. Приятного просмотра. Майкл отправился в одиночное путешествие на своей лодке, готовясь к спокойному дню рыбалки в море. Он любил проводить время на природе, наслаждаясь тишиной и красотой морского пейзажа. Солнце светило ярко, и вода была спокойной, создавая идеальные условия для рыбалки. Проходя мимо одной из отдаленных бухт, Майкл заметил большую тень, плавающую под поверхностью воды. Его сердце забилось быстрее, когда он понял, что это была огромная белая акула. Но что удивило его больше всего, это то, что акула казалась беременной. Майкл остановил лодку, чтобы рассмотреть акулу поближе, и увидел, что та запуталась в рыболовной сети. Сначала ему пришла мысль использовать акулу как трофей, ведь такой улов принес бы ему славу среди других рыбаков. Но когда Майкл вгляделся в глаза акулы, он увидел в них тихую просьбу о помощи. Сердце Майкла тронулось, и он принял решение спасти акулу, несмотря на все сложности этого задания. Майкл медленно приблизился к запутанной акуле, стараясь не пугать ее. Он взял нож и начал тщательно и осторожно разрезать сеть вокруг акулы. На протяжении нескольких минут он терпеливо работал, перерезая каждый узел и стремясь освободить животное. Акула стояла неподвижно, словно понимая, что Майкл помогает ей. Ее глаза следили за каждым движением рыбака, и в них можно было увидеть благодарность и доверие. Наконец, сеть была разрезана, и акула медленно поплыла в сторону, освобожденная от тяжелого бремени. Майкл почувствовал облегчение и радость, увидев, как акула плавно скользит под воду. Он понял, что его решение спасти животное было правильным, и гордился тем, что смог помочь уязвимому существу в беде. В тот момент он осознал связь между всеми живыми существами на планете и важностью бережного отношения к природе. Спустя год Майкл снова отправился на рыбалку на том же месте, где спасал акулу. Он неожиданно увидел, как что-то большое приплыло к его лодке. Это была опять та же акула, но теперь она была не одна. Позади нее плыли 3 маленьких акулы, которые казались ее детенышами. Майкл восхитился этим зрелищем и был поражен тем, как быстро прошло время с тех пор, как он встретился с этой акулой впервые. Он наблюдал, как самая большая акула защищала своих потомков, понимая, что его действия спасения имели долгосрочные последствия для всей семьи акул. Он припомнил момент спасения акулы и почувствовал снова ту же благодарность и радость, окутывающую его сердце. Майкл увидел, как акула выплевывает из пасти маленьких рыб в лодку, и понял, что это была ее благодарность за спасение. В этот момент он почувствовал себя частью чего-то большего, чем просто рыбалки и природы. Он осознал свою ответственность перед миром живых существ и пообещал себе, что будет беречь и уважать каждое существо, встречаясь с ним на своем пути. История этой акулы стала для Майкла уроком о том, что каждый маленький акт доброты может принести благо не только одному существу, но и всему миру в целом. После встречи с акулой Майкл почувствовал, что его жизнь изменилась. Он больше не видел море как просто источник рыбы, а как живой экосистемы, полной удивительных и загадочных существ. Он почувствовал себя ответственным за сохранение этой красоты и разнообразия морской жизни. Решив передать свой опыт и новые знания другим, Майкл начал проводить встречи с местными жителями и туристами, рассказывая им о своей встрече с акулой и важности сохранения морской фауны. Его история восхищала и вдохновляла людей, заставляя их задуматься о своем вкладе в сохранение природы. Однажды, во время одной из таких встреч, Майкл узнал о планах строительства курортного комплекса на побережье, что привлекло бы больше туристов, но могло стать угрозой для местной морской жизни. Столкнувшись с этой проблемой, Майкл решил действовать. Он обратился к властям с просьбой организовать общественное слушание по данному вопросу, где он поделился своей историей и аргументировал, почему строительство курорта может нанести ущерб экосистеме и морским обитателям. Благодаря его усилиям и умению вдохновлять других, планы на строительство были отклонены, а побережье осталось нетронутым. Майкл понял, что маленькие шаги каждого человека могут привести к большим переменам. Он стал активистом в области охраны окружающей среды, участвуя в мероприятиях по очистке пляжей,
осведомляя общественность об экологических проблемах и поощряя людей принимать активное участие в охране природы. Со временем Майкл стал настоящим защитником морской жизни и ее среды. Его история о встрече с акулой стала символом надежды и вдохновения для многих, побуждая их принимать участие в сохранении богатства и красоты морского мира. Итак, благодаря встрече с акулой, Майкл не только изменил свое мироощущение и отношение к природе, но и стал примером того, как один человек своими действиями может повлиять на окружающий мир в лучшую сторону. Его история стала напоминанием о важности бережного отношения к природе и важности нашей роли в сохранении ее красоты и разнообразия. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.